Привет, с вами Маковка. В этом видео я расскажу, как сделать вот такую сумочку на основе пластиковой канвы. Основные необходимые материалы: пластиковая канва-сумка, нитки рафия фибра натура, магнитный или портфельный замочек, фетр или ткань для подклада, гобеленовая игла номер 18 или 20, ручка для сумки, готовая или дополнительные материалы для создания ручки. Дополнительно для отделки сумочки понадобится матовый жемчуг 4 мм, бисерная игла, швейные или бисерные нитки. Теперь подробнее об этих материалах. Для создания вот такого небольшого клатча нам понадобится пластиковая заготовка размером 35,5 на 34 см. Для сумочки побольше большая заготовка примерно 50 на 53 см. Или средняя 41,5 на 45 см. В предыдущем видео мы говорили, что есть основы для сумок разного размера. Но независимо от размера, основные принципы и этапы работы остаются неизменными. Для вышивания мы берем пряжу рафия фибра натура. На клатч нужен один моточек, для большой сумочки берите 2. Большая сумочка у меня вышита цветом 116-14. Для белого клатча берем цвет 116-01. Ну или любой другой цвет, который вам нравится. Что такое рафия фибра натура? Это нитка, созданная на основе целлюлозы. Из нее обычно вяжут летние шляпки, сумочки и разные предметы интерьера. Особенность этой нитки в том, что она плоская, мягкая и широкая, и при этом легко скручивается и складывается. Для отделки белого клатча нужны маленькие матовые жемчужные бусинки диаметром 4 мм. Конечно же, это стеклокерамический жемчуг, а не натуральный. Не найдете матовый жемчуг, можно взять глянцевый, но матовый с этой пряжей смотрится намного лучше. Цвет бусин у меня белый, но может быть и другого цвета, позже я вам покажу примеры. Для застежки обычный магнитный замочек, вот такой вот. Причем замочек нужен сразу, а не потом. Конечно, можно поставить и другой замок, можно поставить, например, портфельный замочек. Ну и ручка. Вы можете взять уже готовую ручку. Красивая ручка, но стоит такая больше, чем все остальные материалы вместе взятые. Можно использовать просто крупную алюминиевую цепь или жемчужные бусины диаметром 12 мм. Примерно это будет выглядеть таким образом. Чем не вариант? Единственное, что леска, на которой они продаются, может пересыхать и ломаться, поэтому лучше их перенизать на крепкую нитку. Другая фурнитура типа сумочных колец для ручек или люверсов может понадобиться уже в зависимости от того, какую вы будете делать ручку. Далее, для подклада берем фетр 1 для 1,4 мм, ну или ткань. Я предпочитаю фетр, потому что его края не осыпаются. Для клатча достаточно лист фетра А3 размера, а вот для большой сумочки нужен лист фетра А2 размера. Ну, либо кроить подклад не целиком, а из частей. Для вышивания мы берем иглу с большим ушком и тупым кончиком, например, гобеленовая игла номер 18 или 20. В принципе, в иглу номер 22 рафия тоже проходит. В бусинке эта игла не пройдет. Для пришивания бусин понадобится тонкая бисерная игла и тонкие нитки. Не обязательно бисерные, это могут быть обычные швейные полиэстеровые нитки и даже тонкая леска. Этой же иглой и нитками можно сшить и подшить подкладку. Итак, работаем. Первое, что нам нужно узнать, это количество клеток в ряду на заготовке. Как я говорила в обзоре канвы, у заготовок одинакового размера может быть разное количество клеток. Наш основной узор состоит, условно говоря, из звездочек и ромбов. Я как могла нарисовала схему. И в нашем случае ширина раппорта 6 клеток. Звездочки вышиваем в одну нить, а ромбики в 2 нити. Можно, конечно, и в одну нитку вышивать ромбы, но, как по мне, в одну нить узор получается менее объемным. Мне больше нравится в 2 нити. Итак, в идеале у нас количество клеток в ряду должно быть кратно 6 плюс 1 дополнительная. Самый крайний ряд, который огибает заготовку по периметру, я не считаю.
нижние ряды, которые явно короткие, я пропускаю и считаю клетки в ряду, который визуально равен основной ширине сумки. У меня это 5-й ряд снизу от края. Здесь надо сделать оговорку. При вышивании крестом технически клеткой является пересечение вот этих пластиковых линий. В нашем случае мы вышиваем длинными стежками, и клеткой я называю пустой квадратик, по сути отверстие. Значит, становимся во вторую клетку. Первая крайняя – это контур, мы его пропускаем. И считаем раппорт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 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 Идеально. В моем случае последняя клетка ровно окончание раппорта. Сдвигать ничего не нужно. Если у вас остаются лишние клетки, сдвигайте начало рисунка так, чтобы в ряд поместилось полное число раппортов, а слева и справа было по возможности одинаковое количество лишних клеток. Если посмотреть на заготовку, то условно можно выделить основную область вышивания, боковинки с донышком и дополнительную область вышивания. Основная область – это условно ровный прямоугольник, в который помещается полное количество раппортов, с учетом самых узких мест на канве. Наша задача – определить и основную область, и то, как наш узор будет расположен на ушках, то есть на боковой части и на донышке. Ведь эта часть будет донышком сумки. Если начать вышивать бездумно, как придется, то потом может случиться так, что рисунок будет некрасиво сдвинут, то есть неравномерно расположен и на донышке, и на боковинках. Скажу больше, ушки и донышки можно вышивать по-разному. Например, в этом моем клатче я звездочки расположила вдоль донышка и боковинок. В этой сумке по линии донышка идут ромбы. Вот так вот, смотря на заготовку, трудно понять, в каких местах как наш узор ляжет. Рисовать на бумаге это вовсе не вариант, есть способ проще. Берем любую контрастную нить, и с ее помощью мы посмотрим, как у нас размещаются раппорты на сумке. С 5-го ряда, который я считала. Это линия, середина звездочек в узоре, и самая крайняя точка справа – это начало. От этой клетки отсчитываю 6 клеток и делаю длинный стежок. Это мой первый раппорт. Снова отсчитываю 6 клеток, второй стежок, третий стежок, это третья звездочка. Каждый стежок условно равен ширине одной звездочки. И вот здесь они заканчиваются. Это линия не начала, а середина звездочки, а вертикальный лучик начинается на 3 клетки ниже. Отступаю 3 клетки вправо и 3 клетки вниз. Это будет крайняя нижняя точка узора, и от нее начинаю делать стежки вверх. 6 клеток вверх – это звезда. Теперь одну клетку пропускаем, там будет ромб. И снова 1, 2, 3, 4, 5, 6. В шестую вывожу нить. Одну пропускаю, во вторую стежок. Пять. В шестую. Я закончила, и что это нам дает? Теперь можно более наглядно прикинуть, как будет расположен узор. И я вижу, что в районе донышка он получается сдвинут. То есть само донышко на одну клетку шире, чем нужно. И поэтому, когда я сложу клатчик, узор будет несимметрично расположен. А еще мы видим, что на ушки попадает ряд с ромбиками, и он тоже сдвинут.
Теперь я понимаю, что нужно откорректировать. Можно сдвинуть основную область на клетку выше или ниже, ну или поступить по-другому, в зависимости от вашего расклада. Мне надо, чтобы ромбы по линии ушек шли по центру. Я решила сдвинуть не всю область, а только верхнюю часть. То есть я расширю линию с ромбами по донышку на один ряд. Тогда спереди и сзади клатча рисунок будет расположен симметрично, а ромбики лягут ровно по центру ушек. Есть еще второй вариант. Выжать сначала нижнюю часть, затем верхнюю отдельно. А по линии донышка и ушек расположить звездочки. Вот как я сделала здесь. Всю незашитую область в конце зашиваем ровными стежками. Они, кстати, получились в форме сердечка. Все, что не попадает в основную, это дополнительная область, и зашивается она уже не основным узором, а простыми стежками. Может так получиться, что слева и справа ширина дополнительной области будет на одну клетку отличаться. У меня вот в этой большой сумочке именно так, но визуально в готовом изделии это почти незаметно. Сделать на самом деле все это быстро. Просто я хочу, чтобы вы смогли красиво разместить узор на основе любого размера. Начинаем вышивать звездочки с этой клетки, которую мы определили ранее как начальную. Вышиваем в одну нить. Узелок я не делаю. Выводим иглу в начальную клетку. Отсчитываем 6 клеток и в шестую делаем стежок. Затем делаем такой же еще раз, чтобы закрепить нить. Отсчитываем 3 клетки вправо и 3 клетки вверх. Выводим иглу. Теперь считаем 6 клеток вниз и в шестую делаем стежок. Получили крест. Далее двигаемся по часовой стрелке. Представьте себе циферблат. Стежки мы сделали сначала по линии 3-9 часов, затем 12-6 часов. Далее стежки идут от часа к 7, потом от 2 к 8, потом 4-10 и 5-11. Можно двигаться и в обратном направлении, если вам так удобнее, это не важно. Главное, чтобы все звездочки вышивались одинаково, то есть последовательность стежков должна быть одинаковой, тогда будет красиво. Продолжаем. Час 7, 2, 8. Каждый раз сдвигаем на один ряд и один столбец. 4, 9, 5, 11. Выводим иглу в клетку, в которой у нас закончился лучик звезды. Отсчитываем 6 клеток и в шестую делаем стежок. Отсчитываем 3 клетки наискосок. Вытягиваем иглу и 6 клеток вниз. В шестую делаем стежок. Для лучшего натяжения нити я предпочитаю всегда выводить нить не в соседнюю клетку, а вот таким образом, на противоположную сторону звезды. Час 7, 4-10. Снизу, если попадается нить, мы ее не прокалываем, а отодвигаем. 5-11. С изнанки, в принципе, можно сразу вот так пойти. Следующее. Когда мы делаем стежок, неважно направление, 7 час это или час 7, главное соблюдать последовательность стежков. 8-2,
10, 4, 11, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, стежок. 3 клетки наискосок. Можно уже не считать, у нас уже определен нижний ряд и можно ориентироваться на соседние звездочки. У меня закончилась нить. Идеальная изнанка мне не нужна, она будет спрятана под фетром. Поэтому я просто привязываю новый кусочек пряжи. Хорошо затягиваю и проверяю, что нить не ерзает и крепко завязана. И следующий стежок всегда должен идти так, чтобы нить натягивалась. Чуть выше мы попадем на сужение. Скажу честно, там будет немного сложно, но ничего. Последняя звездочка идеально вписывается в уголок. Еще раз напоминаю, что нить с изнанки мы стараемся не прокалывать, а отодвигать в сторонку и вводить иглу рядом. Все, мы закончили первый ряд. Теперь отступаем 2 клетки. Клетка, в которой заканчивается лучик, это наше начало отсчета. После нее первую клетку вверх пропускаем и в следующую клетку выходим. Отсчитываем 6 клеток вверх и в 6-ю делаем стежок. И начинаем вышивать второй ряд звездочек, двигаясь уже слева направо. 3 клетки наискосок вниз и 6-я клетка нашего горизонтального лучика попадает на сужение. Можно эту клетку пропустить и вышивать в крайнюю, но я сделаю стежок в нее, потому что нитка еще проходит. Ну и дальше по схеме. Час 7, 2, 8, 4, 9, 5, 11. Ну, все то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно уже не считать, а ориентироваться на нижний ряд. У нас уже сетка намечена и будет гораздо проще. Итак, двигаясь таким образом, рядами вышиваем звездочки до ушек. Извиняюсь, что камера уходит в сторону, на самом деле очень неудобно вышивать в таком положении с вытянутыми руками и обнявши треногу. Мы дошли до ушка. Как вы помните, я планировала по линии донышка добавить к ромбикам 1 ряд, чтобы выровнять расположение рисунка на маленькой канве. То есть я между раппортами считаю вверх не 2, а 3 клетки. Для примера этот же узор, вышитый на большой канве сумочки, лег у меня без каких-либо смещений. Это я к тому, что действуйте согласно ситуации. Вот у меня уже полностью зашитая звездочками канва. На ней видно, что по линии ушек и донышка расстояние между рядами звездочек шире. Теперь будем вышивать ромбики.
Начинаем с того же края, с которого мы начинали вышивать звездочки. Ромбики мы начинаем вышивать с того столбца, в котором начинаются крайние лучики звездочек. И будем двигаться также рядами снизу вверх вот до этого момента. После того, как мы вышьем ромбики, мы начнем обшивать края, то есть дополнительную область. Ромбик состоит из длинных вертикальных стежков. Начало и конец стежка у нас всегда попадают в клетку, в которой начался или закончился лучик звездочки. По самому центру ромбика стежок разбивается на две части, то есть тут мы делаем два стежка. И ромбики мы вышиваем в две нитки, в два сложения. Повторюсь, можете вышивать в одну нитку, но мне больше нравится в две, так получается объемнее. Итак, крайний столбик, где начало звездочек. Здесь по рисунку попадает стежок из двух частей. Протягиваю, с изнанки загибаю, держу. Видите ряд, который мы перепрыгивали, когда шли вверх? Это середина ромбиков. В клетке этого ряда мы будем делать стежки в центральной части ромба. Делаем первый стежок и возвращаемся сверху снова в центр. Подтянули. Сзади кончики пряжи просто зашьем в процессе вышивания. Следующий вертикальный стежок делаем длинный, от лучика и до лучика. Третий стежок также. Четвертый получается самый короткий. Снова длиннее. Дальше совершенно интуитивно понятно, как делать стежки. Они всегда вертикальные и всегда от лучика к лучику. И только вот здесь, где самая длинная часть, мы делаем два одинаковых по длине стежка. Сверху до центра и снизу до центра. Еще раз показываю ряд. Свободная клетка по центру между вот этими двумя клетками. Этот ряд и приходится на середину ромба. И снова напомню, что мы не прокалываем пряжу с изнанки, а отодвигаем в стороночку, если она мешает, и выводим иглу рядом. Дошли до конца ряда, и в последнем столбце мы также делаем два стежка от центра вверх и вниз. В следующем ряду ромбов у нас сужение канвы. Мы вышиваем по возможности, то есть крайний стежок будет приходиться на соседний столбец. Продолжаем вышивать ромбы, двигаясь в обратном направлении. Суть понятна. Дошиваем таким образом вот до этого ряда включительно. Мы дошли до ушек и линии донышка. Здесь ромбы будут большего размера, и поскольку мы добавили ряд, уже не получится по центру ромба сделать два стежка одной длины. Поэтому делаем один длинный стежок от лучика до лучика. Для того, чтобы не сбиться, сейчас будем начинать не с края ушка, а будем двигаться от этого момента вверх. Обратите внимание, мы зашили только основную область. У нас ровная линия по краям, и все, что выходит за основную область, остается невышитым. Поднимаемся выше и делаем стежок вверх. И дальше зашиваем все длинными стежками. Теперь смотрите, в большой сумке ряд с ромбами удачно ложится на донышко и боковинки. И на ушках ромбики помещаются полностью. Поэтому я здесь вышивала по рисунку без изменений. Но в клатче эти ромбики получаются по-другому. И в клатче ушки не такие широкие, и ромбик там не помещается совсем. Поэтому
Поэтому ушко мы зашиваем мини-ромбиками, которые постепенно уменьшаются. Вроде узор какой-то есть и не так скучно, как если просто зашивать стежками одного размера. На самом краешке уже просто длинные стежки. Ну и то, что осталось сверху и снизу, зашиваю короткими стежочками. Но вы можете вышивать, как вам нравится. Мы зашили ромбиками всю основную часть клатча. Теперь приступаем к вышиванию дополнительной части, которая идет по периметру заготовки. И здесь мы будем делать стежки, расположенные перпендикулярно к основной части. Вышиваем также в 2 нитки. Иголку вводим не в этот крайний видимый ряд, а вот в тот, который спрятан под крайним стежком. В противном случае, если вводить иголку в этот ряд, то будет видна незашитая основа. И когда мы вышиваем периметр, стежок делаем в самую крайнюю клетку периметра. В этой части мы вышиваем от края до лучика. Естественно, мы не можем сделать стежок под лучик. Поэтому вот таким образом. Дальше вышиваем по периметру полностью всю заготовку. Стежки делаем той длины, как получится по рисунку. С этой стороны стежок также делаем в самую крайнюю клетку, не через край. Самый край мы зашьем позже. Итак, у меня полностью вышитая заготовка. Все? Да не все. Следующий этап – исключительно декоративные стежки. Если посмотреть поближе, по краю канвы видны пластиковые, не знаю как сказать, перепонки. И мы швом назад иголку их закроем. То есть фактически я обматываю пряжей каждую пластиковую перегородочку. Получаются симпатичные маленькие одинаковые стежки. Закончили. Следующий этап – мы ставим одну часть магнитного замочка. Вот эту нижнюю часть. Именно сейчас, пока мы не сшили и не украсили бусинками и не сделали подкладку. Определяем центр где-то здесь, вот так. Замок очень легко прорывает пластиковую канву. Можно просто начать надавливать, и ушки прорежут канву. С обратной стороны аккуратно раздвигаем пряжу. Естественно, нам не надо рвать нитку. Ушки прошли. Поставим шайбу. Ушки трудно сгибать, помогу надавить ножницами. Поставили, загнули, нитку не порвали, замочек стоит вроде по центру и вроде крепко. Верхнюю часть замочка мы сейчас не ставим. Сделаем отступление от белого клатча к сумочке, которую я вышиваю кофейными нитками. Узор такой же. Когда я вышивала основной узор, мне показалось, что сильно виднеется белая канва, которая контрастно смотрится на фоне кофейной нитки. Поэтому я решила дополнительно сделать стежки вокруг звездочек. Я подумала, что такие дополнительные стежки полностью скроют основу. Вышила таким образом половину, и теперь смотрю, что мне это не очень нравится. Потерялась объемность, и рисунок смотрится как-то плоско. Вам показываю, просто может быть вам будет интересна такая идея. Посмотрите, как оно выглядит. В общем, на меня напали творческие муки. Очень долго размышляла, что делать. Вышивать до конца или выпороть уже вышитое. И в итоге я решила попробовать обшить звездочки контрастным шоколадным цветом. И вот как оно выходит. Я даже быстренько сшила, используя этот же шоколадный цвет, просто чтобы посмотреть, как оно смотрится с шоколадным. Интересно, вам какой вариант больше понравился? Исходный, где звездочки без обшивки, окаймленный кофейной ниткой или окаймленный шоколадной ниткой? Пишите в комментариях. А мой окончательный вариант, который я выбрала для себя, я покажу в конце видео.
У меня, как говорит моя мама, парадно-выходной вариант клатча. Я его буду декорировать бусинками. Они очень просятся сюда, в центр ромбиков. Без бусин тоже можно, но это уже по желанию. У меня матовый белоснежный жемчуг 4 мм. Можно взять не белый, а цветной жемчуг. Есть очень красивые цвета. Как вам такой вариант? Очень люблю этот цвет. Или нежно-розовые. Как пришивать, в принципе, понятно, но на всякий случай покажу. Возьму бирюзовые бусинки, чтобы их было виднее. Берем нитку. Если нет бисерной нитки, в принципе, подойдут обычные швейные полиэстеровые нитки. Отрезаем длинный кусочек и складываем пополам. Вот этот кончик, где у нас нить сложена пополам, протягиваем в иглу. С изнанки в центр ромбика протягиваю иголочку. Ушко держу, чтобы оно не проскочило. Теперь нанизываю бусинку. Придерживаю снизу ниточку, чтобы не убежала. Снова возвращаю иглу в ту же клетку и очень осторожно, чтобы нитка не запуталась. И в то ушко, что осталось снизу, иголочку продеваю и затянула. Узелка нет. Моя бусинка держится, и дальше я пришиваю бусинки в 2 нитки. Теперь вводим иглу в центр следующего ромбика. Одеваем бусинку и возвращаемся в ту же клеточку. Бусинка не проходит в отверстие и остается снаружи. Чтобы она не крутилась, протягиваем через нее нитку второй раз. Теперь следующий ромбик. Игла тонкая и острая, и легко может пройти через пряжу. Но я стараюсь все равно не шить по пряже, а обходить ее, чтобы не рвать. Я пришила бусинки в 2 рядах, чтобы можно было посмотреть, как оно выглядит с цветными бусинками. Сразу в голову приходят другие разные дизайнерские решения. Например, декоративную строчку можно сделать бирюзовым цветом. Есть у Рафии бирюзовый в палитре. Звездочки бирюзовые или обшивку по контуру бирюзовую. Или оставить белый клатч и добавить бирюзовую ручку. Знаете, как можно сделать? Если нет бирюзовых больших бусин, взять большие белые бусины и перенизать их с маленьким бирюзовым бисером. У меня здесь есть чисто случайно бисер, чешский цвет 0,3265. В общем, варианты есть, дело за фантазией. Ну а я возвратилась к исходному варианту. Вышила весь клатч белым жемчугом. Подкладку внутрь я буду ставить после того, как сумочка будет сшита. Но подготовить подкладку надо заранее. Особенно если у вас всего одна заготовка для сумки. Вам надо обвести заготовку по контуру или на бумаге, это будет выкройка, либо непосредственно на фетре или на ткани, которая будет использоваться в качестве подкладки. Учитывайте то, что подкладка должна быть на несколько миллиметров меньше, чем заготовка. Если используете фетр, можно обвести по контуру и в местах сшивания на припуске заберем примерно по 3 мм. Ну и должно быть нормально. А по краю внизу и вверху уменьшим на 1-2 мм. Если бы это была тонкая ткань, то мы бы напротив добавили бы немного на припуске, завернули и пришили бы потайным швом. Но фетр толстый и жесткий, если загибать будет грубо. И поскольку край не осыпается, можно просто подшивать как есть. Приступаем к сшиванию. Я закрепила нить и вывела ее на лицевую сторону у основания ушка. Чем хороша рафия? Тем, что когда мы обшиваем, мы можем сделать нитку шире, чтобы она закрыла максимум основы. В принципе, как сшивать интуитивно понятно, но есть свои хитрости. Делаем первый стежок через первую клетку на ушке и первую клетку на основной части канвы в месте складывания. Таким образом, чтобы нитка проходила сверху и закрывала край. Второй стежок делаем на ушке во вторую клетку, но выводим снова в ту же первую клетку.
Не в соседнюю вторую, а снова в первую. Для чего? Для того, чтобы наши стежки располагались немного наискосок. В этом случае нитка будет закрывать больше пространства, и край сумки будет красивее выглядеть. Следующий стежок делаем в третью клетку сверху и вторую снизу. Здесь у нас по ребру сумки изгиб и поворот, и клетки снизу и сверху имеют разную ширину. Поэтому где-то у вас будет получаться так, что на ушке вы будете вводить иглу по очереди в две клетки, а снизу возвращаться в одну. Но после заворота, когда вы выйдете напрямую, сшивайте так, чтобы сдвиг составлял примерно две клетки. Например, первая клетка снизу и третья сверху на ушке. Тогда закрывается максимальная площадь края канвы. И таким образом мы сшиваем вот до этого места. Дальше мы же не станем зашивать аж вот так, правильно? Мы обшиваем край ушка. На этот раз уже через край, чтобы он был красивым. Где-то надо будет сделать 2 стежка в одну клетку, для того, чтобы спрятать весь край канвы. Доходим до этой точки и закрепляем нитку. Затем я рекомендую не продолжать сшивать вниз, а сложить и начать снова вот отсюда. И продолжить сшивать, двигаясь вверх. Потому что если сшивать сверху, то где-то можно не угадать с 1-2 клетками. И вот здесь вот будет лажа. По такому же принципу сшиваем вторую боковинку сумочки. После того, как мы сшили сумочку, можно вставлять сшитую подкладку и пришить ее потайным швом. До того, как мы закончим пришивать подклад, нам нужно будет поставить на него вторую часть магнитного замочка. Мы сначала пришьем подкладку здесь. Готово. Также сшиваем сбоку, вот здесь слева и справа. Сверху оставили не сшитым, ушки тоже оставили не сшитым, потому что нам еще нужно будет туда ручку приделывать. Так, прикидываем, где должен быть замочек. Делаем ножничками надрезы на фетре для ушка замочка. Вставляем замочек, закрепляем его. Только после этого можно будет пришить подкладку к сумочку. После того, как подкладка будет пришита, нужно вот что сделать. Нужно аккуратненько пришить фетр к пластиковой канве вокруг замочка. Если этого не сделать, то в этом месте при закрытии и открытии замочка фетр будет оттопыриваться. Будет плохо. Теперь можно завершить обшивать край сумочки. Делается это просто через край. Иглу вводим в самые крайние клетки ряда, те, которые идут по всему периметру сумочки. Фетр с изнанки я не прокалываю, он очень плотный и игла нормально не протягивается. На уголочке нужно сделать несколько стежков, а если надо, расправляем ниточку. Декоративные стежки по периметру я не задеваю, а вывожу иголочку между ними. Все, основную работу мы сделали. Осталось поставить ручки. В идеале отверстие для крепления ручек нужно бы оформить люверсом. Но я понимаю, что это дополнительные затраты, и если у вас нет люверсов, можно обойтись и без этого. Ручки можно выбрать уже готовые. Вариантов бывает очень много. Можно сделать, как я уже говорила, из крупных бусин. Если для белого клатча лучше всего подходят жемчужные бусины, то при вышивании, например, соломенным цветом, возможно, лучше будет взять деревянные. Или часто используемый вариант для ручек – крупная цепь. Лучше, конечно, алюминиевая. Она легкая и меньше окисляется. Как крепить ручку уже зависит от выбранного варианта, поэтому я не буду подробно на этом останавливаться. В конце покажу вам, что у меня получилось с кофейной сумочкой. Я решила оставить немного шоколадного, все равно моток уже начат, и сделала вот так вот. И ручка сюда пойдет, наверное, какая-то готовая. Очень надеюсь, что мой мастер-класс получился понятным и верю, что ваши клатчи и сумочки получатся отличными.
Творческого вам вдохновения. Всего хорошего. Пока!